Ну вот. Хорошо, ты начала. Мы с Юлей... Подожди, ну да. Мы с Юлей официально открываем этот влог моей поездки. Начинаем ее из Марбельи. У Юлечки в гостях. И сейчас идем к ней на работу. Я уже собрала рюкзак. Юля? Да, через 12 минут мы выходим. Я же стану известной на Ютубе. Через пару часов у меня автобус в аэропорт Малаги, и я полечу в Порто и начну оттуда свой путь. А сегодня мы с Юлей проснулись с осознанием того, что мы не верим в то, что это реально происходит, что я собрала рюкзак, и вот уже сейчас поеду. Пока что это кажется каким-то сюром. Мне очень страшно, очень нервозно, но мне кажется, это будет очень круто. Я смотрю на горизонт, на море, и думаю, что через пару часов это будет океан, деревни за деревнями, города за городами. Единственный мой груз — это будет просто груз рюкзака, и все. И полная мобильность, полная свобода. Хочу, могу идти 20 километров, хочу, могу идти 1 километр, хочу, могу вообще делать все, что угодно. Мне кажется, это волшебно. Мне кажется, я в каком-то фильме, я безумно рада, что это вырвалось за пределы просто быть какой-то безумной идеей до реального действия, собрать рюкзак и полететь. Вот так. Вот так. Первое утро пилигрима. На этой прекрасной ноте колокола я заявляю, что я официально получила свой паспорт пилигрима, креденциаль. Я сейчас нахожусь у главного собора в Порто. Со мной в очереди стояли тоже много разных пилигримов. Мы с ними разговорились, пожелали друг друга бон камино. Я, оказывается, с парой из них остаюсь. Ну, мы сегодня идем в одну и ту же точку, Матансьос. Я не знаю, как правильно говорить. И тут еще в этом соборе сегодня, походу, какая-то сходка военных. Много полиции, а полиция тут выглядит как велосипедисты. Сейчас я их найду. Вот, на велосипедах. Они такие смешные в велосипедках, мужички. Походу, сейчас военные будут играть оркестр военный. Это все выглядело очень красиво, но, к сожалению, они пока только начали собирать свои инструменты, поэтому я думаю, что это займет еще очень долго, пока они будут там все это ремонтировать, подстраиваться. Наверное, я уже пойду дальше. Официальное начало моего камина. Я вот уже немного отошла от города. Порто остается позади. Вон там уже совсем скоро начнется океан, и я пойду по своему Coastal Road. Дошла в какое-то туристическое агентство рядом с главным кафедралем. Очень милый мужчинка. Мне порассказывал там про Сантьяго. Пила у него ракушку. И так здорово, что я очень открытая, и я везде знакомлюсь с людьми. Просто какие-то смолтолки на улице. У кого рюкзаки, я такая: о, вы идете типа камина? Да, а ты откуда? А я откуда? А что? А это? А третье, десятое. Все такие позитивные, все желают друг другу буэн камина. Милота. В блокноте у этого гида он ведет отчет, какие люди идут в камино. Я была единственная, кто in her 20s. Всем остальным там 50-60, ну там типа от 30 и выше. И ни одного человека из Беларуси. Конечно же. Поэтому он был очень удивлен, что я из Беларуси. И мы с ним как-то закорешились. Он потом в конце дал мне свой номер телефона и сказал, чтобы я ему потом написала, как прошел мой камино. А у меня был леденец, который мне отдал какой-то уличный музыкант. И я отдала ему этот леденец. И вот у меня есть сын, ему 10 лет, я ему отдам. Я такая: обязательно отдайте. На этой ноте я покажу вам свой аутфит первого дня. Аутфит чек. Всем пока. Пока.
Мой второй день камина. Официально мой первый день полноценного пешего хода. Сегодня я думаю идти либо до Ля Брук, либо до Виллача. Блин, у меня столько много эмоций. Все такие крутые в моем хостеле. Я вышла сейчас в 8 утра, я вышла самая последняя. Эти люди проснулись в 5:30 утра. Я сделала столько знакомых, мы пожелали друг другу удачи. Сказали, что вот, мы типа встретимся на пути. Все такие клевые. Это так красиво, это так красиво, это так классно. И все обсуждают, так, а куда мы пойдем, а вы куда пойдете? И по итогу ты уже реально знаешь все эти вилледжи, все места. И такой, вы идете до Вилла де Конде, вы чё, 23 километра? Окей, а Вилла Чао, а это, а вы идете по Central Way. Я очень рада. Такой аутфит-чек на сегодня. Я не знаю, куда я иду. Только что в магазине встретила дедушку португальского. Я вышла из магазина, иду, а он мне что-то вслед кричит. Мы с ним сейчас шли по улице вместе. Он мне пытался что-то на португальском объяснить про Сантьяго. Как я поняла, что у него там много друзей, и шутил какие-то шутки, что типа пока ты дойдешь, ты уже и вырастешь. Что-то такое, но я вообще его не понимала, и он меня не понимал, он не понимал английского, я не понимаю португальского, но мы как-то жестами говорили, это было так прекрасно, он такой милый. Прикол в том, что все знают, что ты идешь в Сантьяго, все понимают, вот сейчас я иду, и все кругом с большими рюкзаками, и все идут в Сантьяго, это так здорово! Итак, сегодня день 3 моего Сантьяго де Компостела. Я сегодня ночевала в Вилла де Конде, познакомилась с хорошей девочкой из Нидерландов моего возраста. И мы с ней вместе распланировали сегодняшний день. Мы идем до города Фао. И там забронировали маленький домик, потому что он оказался дешевле нам на двоих, чем хостелы. Мы не уверены, что мы там найдем альберги, потому что город маленький. Вот, идем рядом с морем. Я сорвала вот такой вот цветочек. Все прекрасно. And in Daisy? Yes. But it will go everywhere. I think there's an honesty box probably. Yeah. Yes, you have to do confessions. And in Protestant, you need to do confession. Very nice. Всем очень доброе утро. Я уже очень загорелая, мне кажется. У меня будет такой след от очков к концу этого трипа. Сегодня пятница, а это значит, сегодня 5-й день моего путешествия, 4-й день моего похода. Не 4-й день моего похода, 3-й день моего официального пешего хода. У меня наконец-то появилось время, когда я одна, и когда я не в каком-то хостеле или альберге, или на пути. Я сейчас спокойно могу взять камеру и немного поговорить. Я познакомилась с девочкой Марией, и мы с ней сняли кемпинг-хаус. Я нахожусь сейчас в городе Фао. Мы вчера прошли где-то 23 километра. Вот, но она идет гораздо, не гораздо, но она идет быстрее меня и более длинные промежутки. Вообще мы договаривались, что сегодня она пойдет до Вилла де Кастелло, а я пойду до какого-то города
до Вилла де Кастелло, потому что до Вилла де Кастелло там чуть ли не 30 километров, а я бы 30 километров не прошла. Я планировала сегодня идти 23-24. Мне вчера разболелась нога, а именно мышца. Сейчас покажу. Вот тут разболелась мышца на правой ноге, и я сколько не мазала ее мазями, что-то я все равно чутко перепугалась, потому что подумала, что лучше я один день сделаю light day, и она немного подживет, чем сейчас начну еще больше на нее ходить. Поэтому сегодня я, скорее всего, пойду километров 7, просто до... Я не помню, если честно, название города. Ну, короче, пройду немного. И еще я забыла свое, новое зарядное в прошлом альберге. Поэтому сейчас я зайду в еще один город, который будет следующий. Там куплю зарядное, и потом пройду до следующего города, который называется как-то на М. И, скорее всего, останусь там. Но если я почувствую, что мне лучше, я пройду еще немного до другого города, который называется, не помню, как называется, но это будет 14 километров. Очень много пилигримов, это безумно здорово, потому что мы познакомились с столько разными людьми, и это так прикольно, потому что на своем пути встречаю пилигримов, которых я видела в первом хостеле. Это очень прикольно, потому что у нас есть какие-то темы, которые мы тогда не закончили. И я встречаю и такая: ты знаешь, что, кстати, вот так, так и так. И они такие: о, Полина, типа, вау. И вообще, это очень здорово. А еще вчера был такой промежуток, когда была просто какая-то деревня и поля, очень долго, и не было ни одной кафешки, никакого стапа, никакого там туалета, ничего. И было очень жарко. И я уже говорю Мари, я уже не могу, было очень сложно. И сразу после этого какая-то женщина из своего хауса деревенского сделала там магазинчик для пилигримов, какую-то маленькую кафешку просто в деревенском домике, и там все пилигримы собрались, потому что никто не мог остановиться нигде до. Поэтому, когда все видели этот домик, все туда заходили. И поэтому там было просто скопление всех пилигримов. Мы что-то сидели, делились там печеньями, пили чай. Очень прикольно. Но был сложный день, потому что было душно, жарко. А потом мы встретили еще мужчину из Южной Африки. По итогу мы втроем разговорились, потому что Мэри, она крещен, но она протестант. И вот этот мужчина, его звали Стивен, он типа тоже протестант. И мне было так интересно, потому что они мне рассказывали про различия протестантской и католической церкви, про то, как они относятся вообще к католической церкви, про то, какие у них идеалы их веры и как они различаются, про Библию, вообще про путь. Я ему рассказывала Стивену, потому что я работала с очень много людей из South Africa. Я ему рассказывала про разные акценты, потому что он был из города рядом с Йоханнесбургом, и он говорит в большинстве своем на африканском акценте, поэтому его английский с очень выделяющимся африканским акцентом. А, допустим, мои знакомые из Кейптауна, которые в основном говорят на английском, меньше, чем на африканском, у них немного другой акцент, но они все равно похожи. И мне было безумно интересно, поэтому я еще говорила с ним про это. Мне очень понравился вчерашний день. В принципе, как и все дни, потому что позавчера мы были в безумно красивом альберге при... не очень таком прям красивом, но он был рядом с церковью. Была просто очень хорошая атмосфера, потому что, опять же, столько людей, все знакомятся. И у меня, кстати, еще я вот такую вот штучку приобрела. Сейчас я вам покажу. Это типа, как этот... знак пилигримов. Очень много сейчас идет пилигримов, и мы с Мари не могли найти нормальный хостел, чтобы зарезервировать, а мы что-то хотели зарезервировать, чтобы не спешить, не бежать к альбергам, потому что нельзя зарезервировать, они открываются в 2, и типа first come, first serve. Если ты не успел, то ты как бы не заселишься. У нас вот такой вот маленький домик. Вот это я. И вот такой вот у нас кемпинг. Там кухня, туалет. Сегодня еще шел дождь, он сейчас прошел, поэтому я сейчас начну быстрее собираться и выходить, потому что он пойдет еще. Мэри сегодня ушла в 6 утра. Все очень здорово, мне все очень нравится. Я читаю книжку, делаю джорнелинг в блокноте. Не знаю, мне очень нравится. И сейчас замотаю свою ногу, потому что я очень боюсь за то, что я не дойду до Сантьяго. Всем пока!
Какой пилигримим. Не, давай еще, знаешь что? Да уже. Еще вы. А, Это будет. Все, снимай нас. ой, я вам потом пришлю. Ну давай. Вон камина. Перед самым дождем встретила 3 мужиков из Минска. Очень такие комфортики, а-ля Батины друзья. Так мы с ними переждали дождь. Они меня угостили сыром, орешками. Это очень такие приятные. Я сейчас отошла от них, потому что у них забронирован отель в Вилла де Кастелло, а у меня альберг, поэтому у меня не так много времени. Мне желательно прийти пораньше, чтобы наверняка попасть в альберг. Поэтому я от них отсоединилась немного. И сейчас идем. Очень красивое место. Это какая-то деревня на холмах. Идти, на удивление, сегодня в дождливую погоду гораздо легче, чем было вчера. Потому что вчера было солнце и было жесткое пекло. А сейчас прям так комфортно очень. Главное было переждать дождь. Сейчас покажу вам вид. А вот моя стрелочка. Мы на правильном пути. Кофе, капучино, Доброе утро. Сегодня, я уже не знаю, какой день. Суббота. Я в городе Анха. Как-то так. Я вышла сегодня довольно рано. Раньше, чем многие из моего альберга. Вчера и эта ночь, наверное, была такая самая дружеская, которая была вообще у нас в альбергах. Это был такой приватный альберг, в котором нас было, наверное, человек 18. И мы как-то все очень разговорились вчера вечером. Было очень здорово. Я половину вчерашнего пути шла с парнем из Польши. И, у нас с ним был такой здоровский разговор. Мы с ним реально половину пути шли, наверное, часа 3, и мы просто без остановку болтали, как будто бы знаешь человека от А до Я. Потом вот в альберге был еще белорус, девушка-украинка, австралийцы, немцы, итальянцы очень смешные. Папа с сыном, и они не говорили на английском. Я что-то пыталась на французском говорить, потому что слова похожи. Он мне там что-то пытался на своем ломаном немецком объяснить. Но мы по итогу друг друга как-то понимали. Мы все сидели за диванчиками, за столом, пили пиво. Меня австралийка из Сиднея. Вот мне очень нравятся сиднейцы. Я уже довольно много встретила. И все они такие приятные. Такие какие-то позитивные. Она мне проставилась пиво тоже. Мы все сидели, что-то болтали. И тоже такие, знаете, глубокие темы. Потом там был чувак, который медитирует, и который медитирует на четках. И я такая: о, вы тоже считаете на четках? Он мне начал рассказывать про мантры, про что для него четкие. Я ему рассказывала про свою какую-то anxiety, почему я пришла к четкам. И потом мы говорили про mindfulness and mind emptiness, и что это значит. Ну, короче, просто супер вечер. И сейчас на завтраке мы тоже все сидели, и мне прям так было, знаете, с одной стороны, очень хотелось выйти и уединиться, и уже пойти в свой путь одна, но с другой стороны, очень не хотелось их оставлять. Вчера, наверное, был самый красивый, но самый сложный путь, потому что он пролежал через вот такие деревушки холмистые в горах, и надо было постоянно идти вверх. Полпути пролежала через лес, там, где было очень много камней, потому что вчера еще была гроза, мы переждали грозу. Вся вот эта слякоть, грязь, у меня были все кроссовки грязные, все штаны грязные, а у меня же еще была больная нога, и я очень боялась, зачем я сейчас сюда пошла, по этим всем камням, лесам перебираться, чуть что не так ногу поставлю, все, мне трындец. И вот сейчас тоже пока поднимаемся наверх. Очень красиво, птички поют, просто замечательно. Ну, я уже вошла в какой-то свой темп, по 22-24 километра. Вон тут какое-то старое кладбище, наверное.
наверное. Не знаю, что это такое. Ой, как красиво. Это какая-то винодельня. Все, пошлите, зайдем. Я не знаю, как описать эту красоту и это умиротворение. Наверное, поэтому я все-таки понимаю, почему пилигримы выходят в 6 утра. Потому что, в принципе, нету резона выходить так рано. Куда ты бежишь? Ты успеешь в свой альберг. Зачем тебе так спешить? Вот, наверное, ради этого. Ради того, чтобы посмотреть на город, пока он еще спит. Побыть как раз в своих мыслях, в спокойствии. Очень красиво. Очень красиво. Очень красиво. Hello from South Africa. Hi, from the Netherlands. Всем привет! Сегодня воскресенье, у меня сегодня выходной. Я прошла 8 километров от города Анкора до города Каминья. То, что вы видите на моем бэкграунде, это Испания. А вот там город Каминья. Я пока что еще на португальской стороне. Я там сегодня заночую. Я решила немного побаловать себя. Взяла себе отель. Сейчас где-то 12 утра, так что я приду пораньше. И у меня будет целый день в Каминья. И я наконец-то посплю в комнате одна. Запросила, чтобы у меня была бастап в комнате. Так что я очень надеюсь принять ванну. Вот, так что у меня сегодня chill day. Погода сейчас уже не дождливая, но была очень дождливая. И мы шли с Петром из Польши. Мы с ним познакомились пару дней назад. Вы постоянно встречаетесь с людьми. Я вот только что увидела Доминика, немец, который считает на четках, и он йога-тичер. У нас с ним был просто фантастический разговор. И я его встретила, и я ему кричу: Доминик! И он типа оборачивается, смотрит на меня, и мы чуть ли не побежали друг к другу, обнялись. Это была очень приятная встреча. Вон там стоят лодки, которые забирают пилигримов. Так что я боюсь, что со всеми моими новоиспеченными друзьями, с которыми я познакомилась, наверное, мы немного расстанемся, так как я беру chill day и уже буду за ними, потому что все уйдут вперед. Но хотя я тоже знаю пару людей, которые тоже берут рестинг day в Камине сегодня. И есть еще многие, которые идут чуть меньше, чем я. Очень здорово, очень хорошо. Хорошее утро. Мне нравится то, что я достаточно много времени провожу одна и достаточно много времени провожу в компании. И на самом деле, казалось бы, что ты идешь в Камино один для того, чтобы быть с собой, но по итогу ты идешь и знакомишься со столькими людьми, узнаешь их истории, и ты понимаешь, что на самом деле все твои мотивации и то, с чем ты сюда шел, у нас у всех все одинаково. У нас такие же проблемы, у нас такие же мысли, у нас такие же страхи по поводу этих проблем. Мотивация очень похожа, и это как бы немного тебя успокаивает, потому что ты идешь, делишься, понимаешь, что ты не один. Очень интересный опыт. Я рада наконец-то быть не в альберге, потому что у меня будет спокойный вечер только для себя, потому что в альбергах ты постоянно социальный. Вот даже вчера я настолько устала разговаривать с людьми, что вчера, наверное, был единственный вечер, когда я была в альберге, и я по минимуму говорила с людьми. Я просто пошла на кухню, сделала себе бутерброды, пошла на диван, взяла книжку, блокнот и просто как бы изолировалась. А все там болтали, что-то пили пиво, разговаривали, ужинали вместе. И мне было здорово, что я не чувствую необходимость типа быть постоянно в теме и быть с ними, потому что это часто то, что я испытываю. Мне было очень комфортно, несмотря на то, что все где-то тусуются без меня. Мне было очень в кайф посидеть, пописать, почитать и так далее. Очень красиво. Я немного вспотела, потому что я аж иду в дождевиках, в этих пакетах. Сейчас ко мне приедет моя подружка
Лаура. Она приедет из города Лион. Ей ехать сюда 5 часов. Вот, она приедет, и мы с ней сегодня вместе побудем. Мы не виделись уже несколько месяцев. В общем, я очень буду рада ее видеть. А завтра утром я беру корабль. Не корабль, а как это называется, лодка. И еду в Испанию. Вот так. Tengo el pecho pelado, es calceo, carta en la calle la dejamos es para tirar más fotos de cuando te tuve, ey, ojalá que lo que me ayude. Tirar más fotos de cuando te abrazo las veces que pude. Всем самое доброе утро этого трипа. Мы сегодня спали в отеле на самой огромной кровати, которую я когда-либо видела. Это даже не King. Это King XXXXL. Не обращайте внимания на мой какой-то этот... У меня комната комикс называется. Но кровать... Я спала как король. И у меня была ванная, поэтому вчера я где-то часа 2 лежала вот тут. Настроение, как вы можете заметить, хорошее. Сейчас 8 утра. План такой. Мы прощаемся с Португалией. И сейчас я позавтракаю, потому что у меня breakfast included. Слушайте, мне надо будет сделать холл, что в моей сумочке. Что я взяла в поездку, потому что, мне кажется, это будет очень интересно. То, как у меня хорошо запакованы все вещи, это просто супер. Вот тут помещается все. Это моя вся косметичка, уходовая вся штука, какая-то минимальная косметика, которой я еще, кстати, не пользовалась. Девочки, нам для жизни больше ничего не надо. Что мы придумываем? Какие-то огромные косметички. Нахрена? Вот здесь поместилось просто все, что мне нужно на 3 недели жизни. Вчера у меня был день вместе с Лаурой. Она приехала со своими родителями навестить меня. У нас с ней был безумно хороший день. Он очень быстро пролетел, на самом деле. Мы погуляли, покушали, поболтали, посплетничали. Было все супер. Я сейчас завтракаю, собираю рюкзак, выхожу на лодку, возьму лодку и переберусь на другую часть реки, уже на Испанию. В Испании мне сегодня надо будет пройти, наверное, километра 22. А мне надо будет еще остановиться на сессию с психологом. Я пока не знаю где, потому что смотрите, что происходит за окном. Я не знаю, видно вам или нет, но там просто жесть. Сегодня самый, наверное, плохой день по погоде, потому что сегодня весь день будет лить ливень. И, к сожалению, у меня такой дождевик а-ля туристический, знаете, такой одноразовый, пластиковый. И я знала, что будет такой прогноз погоды, и я вчера думала, надо зайти купить хороший дождевик. И я даже проходила магазины, и я видела, и мы с Лаурой такие, да, хороший дождевик. Ну ладно, пойдем дальше. И мы так и не купили дождевик. И сейчас я утром проснулась, смотрю на прогноз погоды, и думаю, что я что-то сделала не очень умно, что-то не очень это я подрасчитала. Ладно, на самом деле, я уже как бы в начале этой поездки парилась больше и думала, я все промокну, надо дождевик. Сейчас я уже как бы, I go with the flow, you know? Дождевик. Ничего страшного. Я не знаю, я просто на это уже смотрю как-то. Ну ладно, разберемся. И сегодня у меня забронировано Альберг. Еще мне идти пол Испании. А я что-то уже как бы можно было проснуться как бы пораньше и уже все это начать делать. А я что-то, вообще нет. Опять же, неделю назад я бы начала как бы так, надо все распланировать. А сейчас я как бы так, ладно, разберемся. Где бы наша не пропадала. Вот, ладно, все, пошла я на завтрак. Смотрите, у меня, кстати, видны. Вот это люди завтракают, прикиньте. А я тут как бы переодеваюсь. Вы там шо? Oh my god. You should video that.
Ah? Yes, I'm all wet. Why it doesn't rain? Good luck, bon camino. Я только что переплыла границу на маленькой лодке. Ой, это было просто ужас. Я не знаю, как мой бедный пластиковый пакетик не разошелся на 1000 дырок. Ой, вы бы это видели, я даже снять не могла. Там был такой ураган. Мы там все чуть ли не послетали. Всем привет, дорогие подписчики. Точнее, buenos días, chiquitas, chicas, señoritas, señoras. Мы в Испании. Hablo español, muchas gracias. Sí, por favor, tarjeta. 1, 2, 3. Cortado, por favor. No, cortado, por favor. Идем по лесу. Свежо, пахнет этим лесом. Очень красиво. Правда, если что-то со мной случится, то, конечно, связи нет. Так что после грозы очень слякотно, очень скользко. Все ноги в грязи, все хлюпает. В общем, люкс. Хвастаюсь обновочками. Не знаю, какой вид сейчас у вас, а у меня вот такой. What is this? Huh? They're preparing shellfish for the restaurants. They were singing a song. I know one song in Spanish from the coast, and they knew it also, so we sang it together. You speak Spanish? From Duolingo. Okay, wow. Where are you from? Belarus, and you? Belarus, wow. And there 2 girls from Ukraine also. I think I met them yesterday, actually. And you are where from? Ireland Okay. and France. Мы прошли за сегодня километров 14. Осталось еще 10. Я наконец-то научилась немного расслабляться. Ну все, пока. Que no te para de amar, a vivir salvajes, libres allá en San Lucas. Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar. Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción. С коллегами. Вот такой у нас вид за окном. О! Слушайте, а вот это уже стрёмно. Ребята, тихо, 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 все нормально. Что-нибудь хотите сказать моим подписчикам? Да. А вы? Блин, слушайте, а у меня нет яблок.
Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción, darle todo mi cariño y entregarle mi amor. Сходила в магазин, пока стираются мои вещи. Сейчас будем готовить покушать. Вообще птички поют, солнце сверкает. Супер. Vestido blanco, que ella baila con el campo. Mira, mira, corazón, no olvida el miedo que hay en ti, es que deja de sentir todo aquello. Всем привет. Сегодня не знаю какой день. Среда. Я иду до города Виго, ближе к португальской границе и уже на стороне Испании. Путь становится сложнее, гораздо более холмистая местность, и ты постоянно скачешь по холмам. Конечно, виды обалденные, но что-то как-то... Ой, тяжко. Вот такой вот вид. Вон еще один пилигрим. Но мы пошли наверх. Нам наверх. What's up, Vigo? Всем доброе утро из города Виго. Сегодня четверг. У меня сегодня выходной. Виго считается довольно большим городом в окрестностях. Поэтому я сделала себе day off и завтра пойду. And then the boy pushing your hair, yeah. And I was like, okay, I heard them, I heard you, but yeah, I'm gonna chill. Yeah, but I don't. Всем привет! Это не знаю какой день по счету, но я уже совсем близко к Сантьяго, осталось меньше 100 километров. Из-за этого сразу после Виго людей становится просто тьма тьмущая. Я себя чувствую как в Китае на тропе. Очень много людей присоединяется, потому что минимум километров, которые ты должен сделать, чтобы получить креденциаль и сертификат, это 100 километров. Поэтому на этапе 100 километров подключается просто очень большое количество людей. Отметка в 100 километров была где-то в Виго. Чувствуется конкретно гораздо больше людей, гораздо больше опознавательных знаков и гораздо больше типа сувенирных лавок. Все это становится таким прям более заметным и туристическим. Наблюдая за всем этим, я очень рада, что я пошла не минимум и не просто 100 километров. Прошла более реальный поход, прошла около 300 и пройду. Пока что еще пройду прям такую классику из спорта. Люди спрашивают там, а ты откуда идешь? И если ты говоришь, что ты идешь в спорт, то все таки типа, о, вау, много. Потому что тут уже люди присоединяются довольно позже. Я сейчас нахожусь в лесу, жду своего друга, потому что мы отошли 3 километра от альбергов, и он осознал, что он забыл там свои ботинки, а он шел все это время в кроксах, поэтому он сейчас пошел возвращаться в альберг, а я решила погулять пока по лесу и добыть себе вот такую крутую палку, чтобы она мне помогала в моем походе. Мне эту идею подала еще одна девочка. Весь поход она просто нашла какую-то палку и всю неделю ходила с этой деревянной палкой. Она сказала, вообще супер идея, очень помогает. Поэтому я решила сделать то же самое. Уединяюсь с природой. That's it.
если честно, не знаю, где я иду, не знаю, в каком я городе. Все, что я знаю, это то, что я прошла Понте-Ведра. Я немного сбилась с маршрута. Мой альберг закроется в 8 вечера. По нормальному маршруту мне показывает пилигримскому дорогу гораздо дольше, чем по Google Maps. Так что я сейчас немного буду сокращать. Не знаю, иду у какой-то деревни. Буду пытаться успеть свой альберг, потому что они закроются. И я буду спать на улице. Мне надо еще пройти 4 километра. В принципе, у меня есть небольшой запас по времени. Так что я думаю, что мне пока не о чем беспокоиться. Но я человек довольно тревожный, поэтому я немного поднажму. Я вышла из Понте-Ведра, свернула с главного пути на путь Spiritual Way от Понте-Ведра налево до города Вилани-де-Аруоса. Что это такое? Это город, который находится на океане. И оттуда ты берешь лодку и плывешь до Падрона на лодке час 15 минут. Это где-то, наверное, 25 километров. Потом уже с Падрона идешь, как все, до Сантьяго. Падрон — это последняя отправляемая точка перед Сантьяго де Компостела. Это последний большой город, поэтому в Падроне очень много людей. Там все перегруппируются и уже идут до Сантьяго. Считается, типа, одним ходом 28 километров. Но я планирую делать немного по-другому. Я разговаривала в спорте с бабушкой, которая уже проходила все это. И она сказала, что самая клевая вещь, которую она сделала, это заночевать в альберге и раненько утром выйти, прийти к открытию Сантьяго де Компостела, когда не будет людей, не будет толпы пилигримов, и типа зайти в город, когда он еще полуспящий. Мне эта идея очень понравилась, тем более, видя, насколько много людей уже идет. Вот так. Всем привет! Я в городе Пойо. Сегодня воскресенье. Опять в этой Европе ничего не работает. Вчера я не поужинала, потому что никакие супермаркеты не работали. Я пришла поздно. У меня устали ноги, честно. Я сейчас немного переживаю, потому что сегодня у меня будет самый интенсивный день. Мне надо будет около 30 километров пройти, что я вообще не думала, что я смогу вообще когда-нибудь сделать. Потому что изначально я ехала в эту поездку, думая, что я буду ходить 15-18 километров. По итогу я здесь хожу 23-24, максимум 25. А сегодня не будет никакой другой остановки. Я не очень удачно выбрала маршрут. Мне сегодня придется пройти 30 км. И я, наверное, буду срезать пилигримский маршрут, потому что он идет гораздо дольше. И буду идти по Google Maps, потому что они показывают его короче. Смотрите, какое у меня красивое утро. Красиво в своем альберге они мне дали название кафешки, в которой единственное открыто. И сегодня еще плюс к тому, что это 30 километров, огромная часть из них в гору. Поэтому я не знаю, у меня пока еще нету, где я буду ночевать сегодня, потому что я не знаю, если честно, я не бронировала, потому что я не знаю, что сегодня может произойти. Умрут ли мои ноги, не умрут. Вот, будем смотреть. Всем пока! Не описать, как красиво. Сейчас идет дождь, но светит солнце, тепло, очень хорошая погода, а прямо надо мной просто какая-то туча и моросит легкий дождик. Очень красиво и очень умиротворенно. Вот кто-то скажет, что туча прям над тобой. Это плохой знак. На самом деле, за эту поездку мне перешло дорогу 4 черных кота, начиная с порта. Но мне кажется, знаете что, это позитивный знак. И эта туча тоже позитивный знак. Я верю в то, что все работает в этом мире на меня, и она мне просто помогает сейчас прожить этот тяжелый длинный день и немного меня освежить. Вот так. И сделали мне радугу сегодня. Мой день продвигается лучше, чем я предполагала. Погода очень приятная, облачно, но тепло. Не сильно жарко, не сильно холодно.
Все супер. Я очень боялась того, что я иду не по пилигримскому пути. Мне казалось, что это читинг, но я поняла, что на самом деле я очень рада, что я пошла именно по этому пути. Я реально одна. У меня нет чувства того, что есть какая-то определенная тропа, по которой стрелочками мне показывают, куда идти. Я как будто бы сама разведываю, узнаю, прям реально чувствуешь себя соло-тревелером. И есть такая уединенность. Ты знаешь, что ты не встретишь на этом маршруте никого, что ты идешь один, что ты сам придумал себе эту дорогу. На маршруте постоянно встречаешь пилигримов, вы общаетесь, а тут полная такая isolation. Поэтому мне очень нравится. Я разбудила всех собак района. Привет! Привет, хорошая. Хорошая. Всех собак разбудила. Всех собак разбудила. Все очень доброжелательные. Ни одного я не видела грубого человека. Если даже они не знают английского, они будут так тебе улыбаться и так пытаться объяснить. Люди реально делают очень много здесь. Сегодня из-за того, что я иду немного по другим деревням, где люди не часто встречают пилигримов. Понятное дело, что по мне видно, что я пилигрим, у меня ракушка на рюкзаке. Девушка в кафе, где я заряжала телефон, дала мне воду бесплатно и сказала, что ты уже почти все прошла, молодец какая, давай. На велосипеде приезжал тоже какой-то местный. Мне что-то на ломаном английском начал говорить: подожди, так а ты идешь до Сантьяго? Все пилигримы вот там, куда ты идешь, ты же не по той дороге. Я такая: я знаю, я не по той, я знаю, я специально сюда пошла. Он такой: понятно, пожелал мне приятного пути. А еще меня один из местных прихожанинов в городе, в который я приходила в самом начале сегодняшнего дня, в Аматере, пригласил на их местную воскресную службу. Я проходила возле монастыря, сделала там стемп, и они такие: у нас место начинается через 3 минуты, заходи. Там в какой-то такой отдельной этой часовне, и там сидели все локалы, не было пилигримов, там все сидели испанские бабушки, дедушки. Я подумала, что вау, как прикольно, что я именно в этот момент, я даже не подумала, что сегодня воскресенье, и вот попала на такую историю. Короче, супер, мне очень нравится. Мне кажется, что тут я вижу города и деревни гораздо реальными. Они не загажены туристами и пилигримами, которые тут ходят на каждом шагу, для которых сделано очень много сувенирных лавок, дилы в кофейнях и так далее. А тут вот это вот реальная Испания. И тут больше реальность какая-то, которой мне не хватало. Есть чувство какого-то летнего лагеря детского, в котором ты просто оторван от реальности. Я вот даже недавно своему знакомому, новоиспеченному другу, говорила о том, что, если честно, я даже не чувствую, что я в Испании, потому что для меня я как будто бы на совершенно другой планете. Я даже не понимаю, что я в Испании, потому что камины — это что-то совершенно другое. Это не про страну. Люди настолько какие-то другие, как будто бы время остановилось, и вы реально на какой-то все другой планете, на которой обычных людских социальных правил не существует. Как будто бы вы все здесь лучшей версии себя, и как будто бы вы все изначально вместе, и вы все одна семья. Я не знаю, как это объяснить. Может быть, это чувствуется, как будто бы это какая-то секта, но на самом деле тут есть такая свобода, как будто бы ты можешь доверять миру. Есть очень большое доверие ко всему, что вокруг тебя происходит. Большинство идет одни. Мне кажется, это те люди, если они сделали такой выбор, что они идут в такой поход одни, это скорее для каких-то эмоциональных открытий и каких-то душевного спокойствия и какого-то внутреннего роста, достаточно осознанный на том уровне, чтобы между вами был комфорт сказать: слушай, я сейчас хочу побыть один и пойти один, поэтому давай мы с тобой встретимся в следующем городе и там поговорим. У нас как будто бы внеклассное правило: ты мне скажи, если ты сейчас хочешь побыть один, и мы пойдем на дистанции и поговорим потом. А потом вы обсуждаете, о чем ты подумал, для чего тебе это было нужно, или не обсуждаете, у тебя тоже к этому есть уважение. Короче, все очень тут по-взрослому, открыто, дружески и душевно, и с огромным доверием к людям. Страшно, конечно, возвращаться к обычной жизни, когда ты побыл в таких облаках. Я понимаю, что я человек, который видел многое, и был во многих разных поездках и во многих разных странах, но, если честно, как бы парадоксально это не звучало, нигде я не смогла бы так отдохнуть, как и здесь, в этой поездке.
Я еще подумала, почему? Потому что, наверное, ты здесь просто живешь какую-то новую жизнь. У тебя тоже есть какая-то задача, как и в обычной жизни, и ты тоже к ней идешь. Это как будто бы маленькая планетка и маленькая жизнь, в которой ты проходишь все стадии своей обычной жизни. Как будто бы жизнь в миниатюре. Здесь все проходит очень быстро, и человеческие отношения происходят очень быстро, потому что вы очень быстро становитесь друзьями, потому что вы в такой ситуации экстремальной. Очень быстро происходит процесс в голове. Мотивация, страх, злость, усталость, дезмотивация. Опять снова себя мотивируешь идти к цели, и потом наконец ты приходишь к этой цели. Миниатюры какого-то человеческого становления. Она тебе позволяет как будто бы посмотреть на себя со стороны, как ты на многие вещи по жизни смотришь. Как ты сталкиваешься с жизненными трудностями, ты смотришь на это через призму того, как ты сталкиваешься с трудностями здесь. Только здесь атмосфера больше располагает забиться к себе в голову и понаблюдать за собой. Вот так. Так что все супер. Ладно, сейчас телефон разрядится, мне еще топать и топать. Пока. Вот это где будет нас забирать лодка и везти до Падрона. He's filming. Oh, but look at that. It's just like the perfect... A good sign. jacket on as a backup, my poncho. It's beautiful. There was one. Any region, see how it's still in the doesn't work. Dile ya a tus papás que no vas a regresar, te vas con un loco que no te para de amar. Salvajes libres, libres allá en San Lucas. Tus ojos brillan más que la luna sobre el mar. Я уже в Падроне. Падрон — это последний большой город перед Сантьяго. У меня как будто бы такая немного дрожь, я такая excited, даже не верится. Для меня Падрон, дойти до Падрона было чем-то таким крутым, даже круче, чем Сантьяго. Я не знаю почему. Значок, который показывает 27 километров, а это значит, что я прошла уже больше 250 километров. Охереть! No olvida el miedo Buen que camino. hay en ti, es que deja de sufrir todo Беларусь. Grita y ponte ya a vivir, que todo va a salir mejor si es capaz de vivir allá, llorando siempre en tu habitación. Dile ya a tus papás que no vas a regresar, te vas como loco que no te para de amar. Я уже 18 километров от Сантьяго. Я сегодня останавливаюсь в городе Тео. Надеюсь, что я там остановлюсь, потому что уже открылся альберг. Мне показывают, что я там буду через 50 минут, а это муниципальный альберг. Там типа first come, first serve basis. Надеюсь, что за 50 минут не разберут все 28 кроватей, поэтому я немного в турборежиме. Очень красиво, очень спокойно. Не очень мне нравится то, что все равно приходится планировать какие-то вещи, куда-то спешить. Если честно, я от этого чувства отделаться все-таки не сильно смогла. Ты боишься, что сейчас все разбукают, ты не успеешь, ты куда-то пытаешься спешить. Я думаю, что я бы могла справиться с этим немного получше. Плюс еще, когда ты уже начинаешь знакомиться с людьми, и ты хочешь как бы не отставать от их режима, и тоже как бы идти вместе. Короче, для меня очень много вещей, которые меня не оставляют в покое.
я неслась быстренько со своей лодки. У меня аж колено разболелось, как я неслась. Слава богу, мой друг, который уже шел к Сантьяго, я ему позвонила, сказала: пожалуйста, можешь забежать в мой альберг и замолвить за меня словечко. И, боже, слава богу, что я это сделала, потому что я пришла в самый последний момент, когда они уже такие, типа, все переполнено, это все, кто не попал, уходите. Это сегодня моя последняя ночь моего камина. Я в очень красивом месте. Дорога, лес. Мой альберг находится там по дорожке вниз. Я сейчас нахожусь где-то 15-16 километров от Сантьяго. Завтра я собираюсь выйти в 4 утра, то есть проснуться в 3:30, выйти в 4, чтобы в 7 быть в Сантьяго. В 7 утра как раз-таки открывается церковь. Как раз написано 14,5, чуть больше километров осталось. Так что я завтра за 3 часика быстренько пройду, чтобы не было так много людей. Все больше и больше людей говорит, что очень сильно поднялась популярность этого хода, и очень много туристов идут. Здесь уже все дороги сходятся, гораздо больше людей. В Сантьяго, понятное дело, люди идут не только с этой дороги, а со всех дорог, с центральной испанской дороги, со французского хода, который считается самой основной. Поэтому там невероятный поток людей. Кто-то мне сказал, что 3000 паломников заходят в город в день. Сейчас иду до соседнего деревушки покушать. Взяла с собой блокнотик, книжку. Ой, котик бежит. И сейчас проведу спокойно последний вечер и буду ложиться пораньше спать, потому что завтра очень важный день. Вот так. Доброе утро. Сейчас 4 утра, а точнее 4:10. Сегодня 20 мая 25 года. Я нахожусь в городочке под названием Тео в муниципальном альберге, который стоил мне 10 евро, в котором я познакомилась с безумно доброй и светлой группой церковной школы. Я себя так безопасно ни в каком альберге не чувствовала. Они мне спели свои песни религиозные, что было очень трогательно. Они очень светлые, и милые, и добрые, и внимательные. Для меня это прям было каким-то большим знаком и хорошим завершением моего пути. Плюс к тому, что то, что вообще я попала в этот альберг, было чудом. Надеюсь, что я их встречу сегодня. Мы договорились, что в 12 в Сантьяго де Компостела, и мы там с ними встретимся на месте. Это будут мои последние 15 километров, для которых, наконец-то, впервые за эту поездку, мне понадобится фонарик. Я с собой взяла и думала, что я его никогда не использую. На улице очень темно. Из-за того, что я нахожусь in the middle of nowhere, и ничего здесь не работает, я не могла найти, где покушать, а это обычная проблема, потому что я здесь никогда не могу найти, где мне и когда мне покушать. Единственная кафешка, которая была открыта в районе следующих 3 километров, была только одна в соседней деревне. Я туда и направилась в 4 вечера, а у них кухня открывалась только в 7. Поэтому я там благополучно 3 часа и просидела. Решила, что это мой последний вечер. Почитаю книжку, посмотрю вокруг и просто посижу в тишине, выключила телефон и побыла в настоящем. Такими же, как и я, оказались американская пара, пожилая, которые также пришли голодные. Я им сказала: слушайте, я и так уже 260 километров прошла, я не пойду ни километра больше. Я буду сидеть здесь и ждать открытия кухни. И они такие: понял, мы с тобой. И, короче, мы с ними просидели 3 часа, пока открылась кухня. Потом еще вместе поужинали, посидели, попили чай. И, короче, офигенно провели весь вечер. Вот так спонтанно просто встретились 3 человека в кафе. И я им тоже сказала: если бы мы были с вами в обычной жизни, то ничего бы этого не произошло. Насколько же здорово, что есть такое место на этой планете, где ты можешь себя почувствовать, как будто бы ты находишься в совершенно каком-то другом мире, в котором все люди добрые, отзывчивые, открытые и хотят одного и того же. А это мир и для себя, для всех остальных, и просто обычного человеческого счастья. Segne dich nochmal. The photo was made with this phone? No, someone gave it to me. I think one of the girls. I'm not sure. I never met anyone who is from Belarus? Yeah. God bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace.
Я зашла в Сантьяго. Я зашла в Сантьяго. Я зашла в Сантьяго де Компостела. Учитывая мою скорость передвижения и оставшиеся километры, мне осталось где-то ровно 24 минуты. Я в городе. Я зашла в зону. Я зашла в Сантьяго де Компостела. Я зашла в Сантьяго де Компостела. Я зашла в Сантьяго. Я зашла в Сантьяго де Компостела. На сегодняшнюю ночь я заселилась в каком-то очень старом альберге. Я так понимаю, это был старый монастырь раньше, и он очень атмосферно выглядит, очень красиво. Моя кроватка 30-55. Идем. Слушайте, мне тут очень нравится. Тут очень красиво. Так, 55-я. Слушайте, я прямо в самом конце. Слушайте, я прям как в сказке. У меня место принцессы. Смотрите, со своим даже местом. Обалдеть, очень красиво. У меня была мечта во время этой поездки остаться в каком-нибудь альберге, похожем на такой. Я очень расстроилась, что у меня не получилось, и что я такого не нашла. Вот как здорово. Уже в самом Сантьяго мне посчастливилось остаться вот в таком прекрасном месте. Я очень рада. Надо почитать, про что это за такое здание. Это какая-то старая крепость, монастырь, который сейчас работает как альберг и как детская школа. Что это такое? Но он огромный, он на 300... Ой, смотрите, какая башня. Он на 300 человек. 300 спальных мест. И тут, видите, куча корпусов, куча этажей. Очень здорово. А вот так он выглядит снаружи. Так я начинаю свой второй день в Сантьяго. Проснулась, собрала вещи из своего альберга, оставила там рюкзак. Сейчас хочу сходить в музей пилигримов. Проходила магазин, купила себе небольшой завтрак, пейстри, ананасы, водичку. Сидим на ступеньках, созерцаем. Мне мой друг Стивен сказал, что чем больше ты времени проводишь рядом с непосредственно с этой церковью, тем больше у тебя приходит это чувство какого-то accomplishment и satisfaction вообще от пути, потому что вначале чувство очень странное. Ты чего-то ожидаешь, а это просто город, и это просто церковь, и в этом нет ничего такого. Я вчера тоже очень много времени здесь провела. Мы просто сидели, смотрели на людей, смотрели, как люди приходят, как люди смотрят, плачут, смеются, разговаривают,
встречаются. Потому что, опять же, все друг друга знают уже, поздравляют друг друга, что пришли. Такая очень атмосфера, как будто бы праздника. А тут праздник каждый день, потому что каждый день приходят тысячи пилигримов. Специально не снимала ничего в костеле, чтобы оставить это чисто в своих только воспоминаниях. Вот. Сегодня у нас 22 число. Вчера и позавчера я провела дни в Сантьяго. У нас был очень хороший вечер с моими друзьями-пилигримами. Болтали и, в общем, прощались друг с другом. Сегодня я взяла утром автобус на Финистеру. Это городочек на самом западе Испании, рядом с океаном. Его называют «Конец мира». Потому что, когда люди думали, что Земля плоская, то это реально казалось конец мира, потому что за океаном ничего не было. И отсюда выходит очень много легенд, опять же, про Сантьяго, про Сент-Джеймс. Я точно не очень знаю все эти библейские истории, легенды, но что-то связанное с Финистерой там тоже было. И, в общем, такая есть традиция, что после того, как паломники приходят в Сантьяго, они идут потом пешим ходом до этого Финистеры, потому что в Финистере находится прямо на самом краю маяк, к которому я непосредственно сейчас вот подойду. И там находится отметка в 0,0 километров, с которой начинается мир. Ну, я подумала, я уже прошла свои 280 километров, и я как бы заслужила поездку на автобусе. Мне осталось еще ровно 356 метров до конца света. Последние 2 дня у меня получилось расслабиться, ничего не планировать. Я когда дошла до Сантьяго, тревожность моя убралась. Я вообще не планировала ни альберги, ничего. Я просто знаю, что у меня через несколько дней самолет из порта. От остальных никаких планов нету. Хорошо, что у меня так получилось, что 2 дня я проведу одна. Смотрите, а мы уже подошли. Сейчас только я маяк не... А, вон там маяк. У меня вот такой шопер, потому что я кто? И я турист. Купила такие маленькие книжечки. Сантьяго Кассидра, Your Inner Camino и After the Camino. Вот это зелененькое ты читаешь во время камина с картинками. А вот это вот я ее еще не начала. Она именно After Camino. Такую сделать работу над ошибками. И на подумать. Когда-то думали, что Америки не существует. А она оказалась вон там. Привет, Нью-Йорк! A vivir salvajes, libres, libres hay en San Lucas. Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar. Вот с таким видом закончу данное видео на маяке на Финистере с видом на конец света, в полном спокойствии и абсолютном удовлетворении с самой собой. Я считаю, я безумно сильная и храбрая. Была очень рада познакомиться с собой новой, с ней отдохнуть, провести время. Вон там видите, водочка. Это видео я посвящаю Полине из Нью-Йорка. Ты будешь гордиться той, какой ты стала. И твое ухо тоже будет гордиться тобой. Ты большая молодец, и все будет хорошо. Не беги за своим счастьем, потому что за ним бежать не надо. Оно и так у тебя есть. Просто увидь его и услышь его. Пока.